Меня зовут Максим, мне 26 лет, и я занимаюсь скалолазанием. Делаю это без одной руки. У нас есть концовка уже, то давай не будем ее снимать. Самое дикое, я сложнее не делал. Я лазаю и тренирую других людей. С детства я занимался спортом, это были единоборства. Но когда я получил травму в 15 лет, я продолжил заниматься единоборствами, но так получилось, что меня выгоняли с соревнований, типа мотивируясь тем, что человек с одной рукой не может бороться на соревнованиях с обычными людьми. Типа это травмоопасно и все такое. Вот. Ну и когда тебя выгоняют, ссорив, ты теряешь мотивацию. Ну так было со мной. И в тот момент я был студентом, искал подработку, и нам такие говорят: хотите поработать инструкторами на скалодроме? Типа на детских праздниках. Вот. И я попробовал, и прикольно, мне зашло, понравилось. То есть ты работал инструктором, не имея опыта скалолазания? Да, то есть нужны были инструктора, так как скалолазание это не особо развитый вид спорта, так скажем, не было желающих, то есть молодых каких-то студентов. Зал тогда решил набрать студентов и научить их как бы сделать своими инструкторами. Они так и сделали. У нас одна из задач стояла: одна лазательная тренировка в неделю минимум. То есть, если ты этого не делаешь, то ты залу не нужен. Ну и нас сразу учили страховать, учили проводить занятия. Сразу параллельно мы работали. У нас как бы задачи там были самые простые. Был руководитель, который там объяснял технику безопасности и все прочее. А нашей задачей там было выбирать веревочку, да, там много ума не надо, и что-то объяснять там по прохождению трасс. То есть наша задача была делать веселье, это был праздник, там не было что-то супер спортивного. Так как мне это быстро понравилось, и у меня была хорошая физподготовка, и я лазал там тоже 3-4 дня в неделю, потому что просто нравилось. Я быстро втянулся и быстро начал развиваться даже там. То есть, несмотря на то, что у меня была одна рука, я рос быстрее, чем обычный человек. Ну и плюс я кайфовал от этого, от всего. И как-то так быстро вырос. Ты пришел на скалодром, начал работать, и после этого увлекся и уже начал целенаправленно тренироваться. Да. А какая была цель Так. скалолазания? Да не было изначально никакой цели вообще. Я всегда занимался спортом, то есть прям всю жизнь. Потом у меня пропала мотивация, заниматься борьбой. А потребность-то в спорте, она все равно осталась. И вот тут в моей жизни появляется лазание. Я пробую, мне начинает как бы нравиться, я начинаю туда вливать время. Потом через 2-3 месяца, вот буквально как я там начал заниматься, проводили чемпионат России по инвалидам, по скалолазанию. Мой тогдашний наставник, тренер, такой говорит: ну ты поедешь. Я такой, типа, я вот там 3 месяца занимаюсь, какие там ехать. Он такой: ну что, попробуешь. И я поехал, я его выиграл. То есть поехал первый раз на соревнования по паракламингу и выиграл? Ну да. Ну нас было 2 человека там. Прям, да, в Екатеринбурге в 2016 году. И, это мне дало мотивацию. Опять же, меня выгоняли до этого соревнований со всех. Когда ты к этому привык, вот тебе дают снова соревнования, чемпионат России, ты его выигрываешь. Меня это прям замотивировало. И как у тебя были ощущения? Трасса была тяжелая, не тяжелая? Вот сейчас вспоминая. Да, прям максимально простая трасса была. Вот. Я ее залез, он сайт получается, то есть не сорвался. Это были ручки, это просто лестница была, просто лестница. Там, мне кажется, невозможно было упасть. И я не помню даже, чтобы я тогда даже напрягся на ней. Да в России до сих пор не умеют крутить трассы для инвалидов. В чем основная проблема? Потому что нет инвалидов, вот и вся проблема, в принципе. Было бы больше желающих заниматься, было бы больше, наверное, трасс. Вот. Были какие-то соревнования. А так, последние, сейчас скажу, 3 года, кроме бигвола, никто не проводил соревнования для инвалидов. Бигвол — это единственные, кто сделали отдельную категорию. А какая специфика таких соревнований? Нету никакой особой специфики. Нужны желающие организации этим заниматься и финансирование. Все. Я думаю, что желающих найти и поучаствовать в таком, особенно в Москве, точно можно найти. Прям очень. А ты можешь рассказать, как вообще распределяются участники соревнований по паракламингу? Я не расскажу прям вот в конкретике, но обычно это делится по типу инвалидности. Условно, у тебя нет руки, то ты вот лазаешь с теми, у кого нет руки. Если у тебя нет ноги, соответственно, там с ногой. Если ДЦП, то ДЦП там. Какие-то еще ограничения, соответственно, в те ограничения. В этом году Международная федерация скалолазания, они сделали там хитрую систему
по объединению групп. Например, если у человека нет руки по плечо, то он там соревнуется с людьми с ДЦП, там, сильный. У них тоже там это делится по категориям. То есть они делают как-то возможность объединения групп более-менее равные по силам. Ну, то есть понятно, если любого участника из моей группы, у кого нет там руки по локоть, засунуть в группу к людям, у которых нет руки по плечо, и к ДЦПшникам, понятно, что он там всех выиграет. Просто потому, что он как бы может больше. То есть ты достаточно сильный паракламбер. Да, скажем так, моя группа одна из самых сильных, на мой взгляд. Ну, то есть вот все финалисты моей группы, они одни из самых сильных ребят вообще в мире по парапланингу. А что вообще в мире по категориям лазут? И в России какая разница, какой разрыв? Огромный, огромный. То есть если в мире там ребятки без рук лазают семерки Б, в болдеринге, в трудности, то в России, наверное, один я, кто лазает что-то сильнее 6Б. Вот так. Ну, то есть понятно, что я могу там залезть и что-то выше, но больше нету никого, кто бы лазал хотя бы 6Б или хотя бы просто с нижней, вот так. А в Европе все лазают с нижней, даже если это чувак без ног или на коляске. Он все равно на руках лезет с нижней. Но при этом на соревнованиях только верхняя страховка. Да, на соревнованиях только верхняя страховка, да. Всегда. Но я думаю, что это исправят со временем. То есть со временем и нижняя появится. Мне кажется, что да, да, потому что да все спортсмены лазают с нижней. Прям все. Чей Инстаграм не откроешь, они все тренируются с нижней. Вот, то есть независимо, сколько у тебя рук. Вот. Например, Солен Пайрет, это француженка. У нее тоже нет руки, как у меня. В прошлом году залезла в 7B+, с нижней. Вот. На скалодроме или на скалах? На скалах, на скалах. Она там вот так щелкивалась как-то там. Ты лазаешь на скалах? Да. Да. И как тебе? Мне на скалах проще, чем на скалодроме. Проще? Да, проще. Почему? На скалах больше вариативности. Например, я могу найти какую-то зацепку себе под левую руку, там что-то никому не нравится, а вот мне будет работать. Например, какая-нибудь там простая грань наклоненная, да, какой-нибудь сильный пассив, а я могу его держать. То есть, вот, и мне будет удобно. В скалодроме вот у тебя есть трасса твоя из твоих зацепок, и ты больше ничего себе не можешь открыть. Вот, а там ты можешь что-то найти, перехватить, как-то продержаться. То есть большая вариативность дает мне больше возможностей. Ну и страх у меня почему-то поменьше. Я последний раз на скалах был в ноябре, и помню, какие семерки Б лазал, и, честно говоря, я с трудом представляю, как бы ты брал там зацепки, они настолько плохие, что, ну, даже на шестерках С я иногда очень сильно напрягаюсь, Есть такое, и я да, с трудом есть. представляю, как вообще можно лезть без половины руки по таким плохим зацепкам. Ну, ты наверняка знаешь ММДМС в Крыму. Да. В 7Б. Ну, я собрал его с 2 срывами. А там проблема выносливости? Да, выносливости. Там есть- нету никаких технических проблем, вообще никаких. Именно выносливость, ну и эмоции, потому что эмоции меня тоже много ели. Там достаточно сложное начало, первые две оттяжки, именно вот из-за того, что у меня нет левой руки. Я тоже напрягаюсь Там там. дырка вот эта вот, да, под пальцы. Там движение, когда нужно левую пятку в левую руку положить. Но я как раз вот к тому моменту начал растяжкой активнее заниматься. Ну и вот оно там сработало. То есть я там смог это сделать. А так по зацепкам вообще никаких проблем. В принципе, и мизера какие-то я могу пожать. То есть тоже. А насколько маленькие зацепки ты можешь брать? Зависит от положения зацепки. Ну, то есть там вот полпальца, да, там миллиметров 7. То есть полфаланги — это нормальная зацепка, с которой ты можешь сделать движение или щелкнуться? Да, да, если хорошее трение, то как бы да, я могу. Вот. Можешь щелкнуться. Да, даже филкнуться могу. А это вертикали или это может быть нависание легкое? И легкое нависание тоже, да. Я вообще понял, что недавно, что любимый тип трасс — это легкое нависание и активники, вот как раз под полфаланги, под фалангу. Вот это прям мои любимые трассы, которые мне больше всего нравятся. А когда ты лезешь в трудные трассы, что тебе больше всего забивается? Только правая рука у тебя лимитирующий фактор или левая тоже сильно забивается? В последнее время левая, потому что очень много нависания лазаю, и чувствуется, что не хватает. То есть мне всегда приходится вщелкиваться правой, то есть левая часть, она выполняет очень много статической работы, вот, и левая чаще забивается. Для меня чаще всего не проблема сделать движение, а чаще проблема вщелкиваться. То есть именно зависнуть, щелкнуться, это да, вот это дурацко. А как ты тренируешь выносливость в левой руке? Сейчас думаю, что надо висы больше добавить. Вот. Кампус? Кампус, да, и обычные просто висы на одной руке. Насколько тебе тяжело дается кампус? Получается на нем постоянно тренироваться или тренируешь раз в неделю? Нет, раз в неделю или еще реже. Вот как-то так. Прям постоянно тяжело. Иногда я, бывает, прихожу, и я вообще там не могу ничего на нем сделать. То есть ты слишком уставший? Да, да, мне прям вот почему-то, я не знаю, я не знаю, как это тренировать еще даже, вот, поэтому
тяжело. Иногда я прям могу фигачить, а иногда нет. Вот. Последнее время это было, ну, полгода назад, когда я прям постоянно его делал. Сейчас как-то тяжело. И ты чувствуешь прирост от кампуса, что ты стал сильнее, Да, что лучше взрывная да. появилась? Последнее время чувствую, потому что несколько месяцев я уже не говорил, что трасса ростовая, я не достаю до зацепки. Я не могу дотянуться так, как другие люди. В последнее время я стал этого меньше замечать. Может быть, потому что я лазаю в Москве, и здесь более техничные трассы. Ну, не знаю, я вот этого ни на болдере, ни на трудности, ни на сложном, ни на легком не видел, не помню. Расскажи, там, где ты занимался, и какие там трассы были, какие здесь, в чем вообще принципиальное отличие или нет отличий? Во-первых, в зацепах. Ну, то есть в Москве более дорогие зацепы, их большее количество, вот, чем, допустим, было в Уфе. Там зацепок поменьше, вот, плюс в Москве очень много залов, да, в Уфе один. И, ну и, соответственно, если больше залов, больше количество постановщиков. То есть есть разные трассы, разные рельефности. Если у тебя один зал, соответственно, у тебя там 5-6 постановщиков. И вот они как бы и крутят. Но у них все равно свой какой-то стиль. Категорийность тоже у них какая-то специфическая. Ты можешь там 6 А нарабатывать проектов, потому что она просто жестче будет. То есть категории более тяжелые в регионах, Да. чем в Москве? Да, это определенно. Я давно не был в Екатеринбурге, там в Челябинске, ну, на Урале, или там в Перми, поэтому не могу сказать, что в регионах. Но вот в Уфе точно. Ну, это все признают. И постановщики тоже. И все, кто лазает тоже. А ты в Питере лазал? В Питере вообще не было. Много раз был в Питере, с учениками ездил, и там категории прям очень простые. То есть, к примеру, ребята могут лезть на скалодроме в бигволе 6Б, 6А, а в Питер проезжают 6С, 7А лезут. Ну вот если Со срывами, но могут нарабатывать. 7Б захочу, видимо, в Питер надо ехать. Я думаю, у тебя получится. Там же высокие стенды, и, например, есть трассы по очень сильному нависанию, очень хорошие цепки на этом нависании, ручки. Мгм. То есть они берут длиной. Там даже в северной стене есть дорожка, на которой написано минимальная длина веревки 55 метров. Нифига. Потому что она идет через всю пещеру Ого, да, я по диагонали. Я думаю, длина трассы метров 45-50, но добавляют еще метров 5-10 про запас. Ну, вот это, кстати, сейчас, наверное, моя основная слабость. Меня не хватает на длинные трассы. Мне легко даются сложные технические трассы, ну, болдерные, и тяжелее даются длинные, простые трассы. Именно вот выносливость пока моя слабая самая характеристика. Но это понятно, потому что болдер я там лазаю сколько лет, 6-7, а трудность нормально, ну вот полгода где-нибудь. То есть, как ты переехал в Москву, стал больше трудностей лазать, чем Я болдер? вообще, в принципе, лазаю сейчас только трудностей. И вот последнее время задумываюсь, что и болдеринг тоже нужно тренировать. А почему ты перешел на трудность? Ну, возможность появилась лазать трудность. Плюс соревнования у меня только в трудности. В Вот. болдеринге нет соревнований? Нет. Это связано с тем, что есть категории инвалидности, которым нельзя падать, ну, на болдеринге. Например, у них там позвоночник из железа собран. Ну и решили, что если им падать нельзя, все падать не будут, и никто не тренирует болдеринг. Вот. Хотя, опять же, все спортсмены тренируют болдеринг, все лазают болдеринг. Такое ощущение, смотришь Инстаграм, что там народ один болдеринг лазает. Это не прикольно, конечно, что болдеринга нет. А как ты думаешь, в ближайшее время появится дисциплина болдеринг для отдельных групп паракламбинга? Но мне хотелось бы в это верить, что они появятся, пока непонятно. Это логично, что она появится, потому что появилось двоеборье в олимпийской системе. И я знаю, что готовят сейчас паралимпийскую систему. Идет работа над тем, чтобы параскалазание включить в Паралимпиаду. В следующем, там, в 24-м, да, году, по-моему, она будет. И, ну, возможно, туда перенесут двоеборье. Это выглядит логично, как это будет, непонятно. А ты планируешь принимать участие, пытаться отобраться? Да, конечно. И я прям сделаю все возможное, чтобы туда попасть. То есть у тебя высокие шансы туда попасть, отобраться? Ну, я участвовал в последних чемпионатах мира, вот за 4 года во всех чемпионатах мира, и всегда был в финале, поэтому, да, думаю. А чего не хватает, чтобы попасть в призы? Последний раз я проиграл полперехвата. То есть плюсик? Да, плюсик. Мне кажется, в первую очередь, мне не хватает больше соревновательного опыта, потому что, ну, один старт в год — это несерьезно, и то не всегда. У ребят побольше. У ребят есть какие-то внутренние отборочные, ну, я имею в виду у европейцев, у них есть отборочные этапы, там какие-то внутренние своей страны есть отборочные, плюс есть Кубки мира, на которые я не попал в этом году, но планирую на следующий год попасть. Соответственно, у них чуть побольше вот этого соревновательного опыта, побольше налаза, вот, ну и сил побольше в плане выносливости. А так, третьему месту я проиграл плюсик, там 35 плюс, второе место 36, ну и первое там он чуть подольше ушел. То есть ты прям плотненько призером? Да, очень даже, да. Ну, я думаю, к следующему году там моя трудность будет
еще более на высшем уровне уже можно будет посмотреть. Вот, ну и плюс, ну, как бы я плохо прочитал трассу, я считаю. Вот, потому что Не хватает опыта? не для правильного хватает чтения? опыта, да, правильного чтения, не хватает работы с он-сайт пролазами. И, ну, я вообще, в принципе, лазание такого уровня трасс. То есть там была категория 7B+. Я никогда не лазал 7B+, в принципе. Ну, за исключением скал. Поэтому. Но ты сделал 35 перехватов, это много. Да, да. Ну, я вылез 2/3 трассы, и я немножечко засомневался там. То есть тот расклад, который я планировал делать, я к нему подлез, и там был очень длинный перехват. Мне кажется, что я бы его сделал. Но я в последний момент засомневался и не сделал. И полез другим раскладом, и не получилось. Попытался облезть. Изначальный мой расклад это был облаз, да, потому что там была очень плохая нога под левую ножку, длинный перехват налево, и там была вот прям, я не знаю, меньше, чем полфаланги зацепка. Она была на рельефе, на вертикали, но это была очень маленькая зацепка. Я попытался с ней работать, но за счет того, что я не поставил левую ногу, то есть я ее вообще не заметил, я упал. Второе место, он как раз вот эту левую ногу поставил, у него тоже нету левой руки, и он сделал этот перехват. Я думаю, что вот вопрос как раз был в ноге. Зацепка там очень маленькая была. Как ты считаешь, у вас равные шансы, когда разные руки ампутированы? То есть, например, если у участника нет правой руки, а есть левая рука, и наоборот, как у тебя? Это сильно меняет расклад на трассе? Стараются сделать трассу так, чтобы она была одинаковой и под правую, и под левую руку. Есть такая тенденция, что, допустим, у тебя часть трассы под правую руку, потом часть трассы под левую руку. Не всегда понятно, в какой части будет более сложное движение с ключом. Там, где под право, или там, где под лево. Вот мне попало там, где под лево сейчас. Большая часть моей группы — это левши. То есть у них нет правой руки, есть левая. И там, по-моему, 2 или 3 спортсмена всего, порядка 20 — это вот правши. Я и вот там еще один американец. Не знаю, почему так. Ну вот как-то так. А как ты считаешь, у кого больше шансов вообще, когда лезут трассы финальные? Мне кажется, тут как повезет. То есть, где кому что под руку, кому что не под руку. Просто нет такого, что большинство рутсеттеров правши, а значит на правую руку они будут придумать более тяжелые движения, чем под левую. И я бы поспорил. Мне кажется, под левую всегда тяжелее делают. Не знаю, почему-то на соревах мне всегда под левую попадается более худшая зацепка, какой-нибудь мизер отстойный. Или посевуха какая-нибудь. Мне всегда кажется, что они вот делают под левшей. Интересно спросить мнение у правшей. Ну да, да, было бы прикольно. Но еще они не учитывают, мне кажется, специфику. То есть, например, во Франции, в Бриансоне была такая история, что там, ну, ручка вот такая дверная, знаешь, на большом нависании. И она вот по центру. Ну, то есть она и под левую, и под правую руку работает, там одинаково, плюс-минус. Но по раскладу ее надо брать левой. А вот эти самые дверные ручки, они вроде как удобны. Вроде как их все могут держать. Но вот левый я их не всегда могу брать. И меня это бесит. То есть там в бигволе, например... Рука не помещается? Да, да, типа ее приходится сжать как вот пассив, прям очень дурацкий пассив. То есть если она недостаточно большая, чтобы вся рука влазает, фиг ты ее возьмешь. Ее приходится вот прям зажимать как пассив, там много очень сил на ней тратить. Вот, и я не дотягиваюсь до этой ручки, ее пришлось брать там правый в крест, я потратил кучу сил, тоже там упал. А чтобы было больше опыта, ты не планируешь участвовать на обычных коммерческих соревнованиях, Планирую. которые по болдингу, по трудности? На коммерческих, на всех фестивалях, которые есть, я участвую, да, прям вообще на всех, все, что вижу. Но появляются постепенно мысли пробовать участвовать и в официальных соревнованиях, которые там в Москве проводятся, где-то еще. Не в паракламинге, в Не в обычном. паракламинге, да. Это легально. Но мне этого пока никто не запрещал, и я не пробовал, чтобы мне сказали, иди отсюда. Ну, то есть на фестивалях меня пускают, а там посмотрим, не знаю. Но должны пустить. Так как не было прецедентов, то есть до этого никто так не делал, я не думаю, что мне скажут, иди отсюда. Вот. Я думаю, что если я где-нибудь не вщелкнусь и хорошо полечу, а такое может быть, в следующий раз они задумаются. Но первый раз ты думаешь Я думаю, про что канал. пусть. А когда первое соревнование официальное? Я не смотрел, не знаю. Ну, у меня как бы есть мысли, они уже давно есть. Но так как там нижняя, проблема для меня. Меня всегда немножко останавливало. Но сейчас нижняя на хорошем уровне, лучше, чем была раньше. Есть шанс попробовать. Я смотрю соревы и не вижу ничего, чего бы я там не мог. Понятно, что мне там не облезть какого-нибудь Шевченко или Лужецкого. Но почему бы и не попробовать? До какого-нибудь полуфинала, в принципе, можно долазать. Никто же меня за это бить не будет. Что ты считаешь самое перспективное в тренировках? То есть на что надо делать акцент? На выносливость. Но вопрос в том еще, что я никогда не работал с тренером особо, и получается, что ты делаешь все, ну, на ощущение. Вот, то есть там что-то почитал, что-то посмотрел, пробуешь, работает, не работает. Как бы мне кажется, что сил у меня хватает. То есть я смотрю даже на сложные там семерки Б,
И не вижу чего-то сложного, чего бы вот я не мог сделать, если разобрать трассу по отдельным кускам. Поэтому, мне кажется, надо выносливость качать. То есть тебе конкретно не хватает выносливости? Думаю, что да. да. А из чего вообще твоя тренировка состоит? Что ты тренируешь? Ты приходишь на скалодром. В последнее время я просто лазаю, вот и все. Прям просто лазаю и больше ничего не делаю. Но нет, в последние полгода, да, я делал акцент на объем и старался убирать ОФПшки и максимально вот увеличивать тренировку по времени, чтобы я просто больше лазал. Потому что не было возможности лазать трудности, а тут она появилась. И как бы мне казалось логичным, если я наберу большой объем и полазаю как можно больше всего. Вот. Не знаю, дало, не дало эти плоды. Но если смотреть динамику, там вот в сравнении с прошлыми соревнованиями, где я там занял 6-е, по-моему, место и достаточно сильно отставал по перехватам от ребят, то сейчас, видимо, работает. Вот. Но помимо лазания ты еще делаешь и ОФП, и ЛФК. ЛФК обязательно. Но я не делаю это в рамках тренировки. Мне, допустим, проще, вот сегодня я с утра проснулся, почистил зубы, пошел ЛФК делать, 30-40 минут. То есть для тебя это такая рутина, то есть ты... Да. И я прям вот вбивал это себе в привычку, чтобы оно вот этим стало. И как много времени ты тратишь на ЛФК? Ну, 30-40 минут растяжки. Каждый день ты делаешь по 30-40 минут ЛФК? Да. Ну, когда прям сильно лень, там могу 20, но спину раскатать роликом, там плечи, предплечья, какие-то забитости обязательно каждый день. Мне кажется, это проще, чем ты будешь потом весь день кривой какой-то ходить с ощущением дискомфорта где-то в теле. Расскажи про растяжки. Какая вообще растяжка для тебя самая главная, самая важная? Спина, то есть какие-то скрутки, поясничный отдел. То есть я не так много времени уделяю там шпагатам или еще чему-то. Спина — это вот то первое, чем я буду заниматься. Спина, плечи, грудные, может быть. Это из-за твоих особенностей лазания? И это тоже, да, и это тоже. Вот. Ну и плюс как бы спина, она чаще всего забита, чаще всего уставшая, поэтому я, собственно, ей и занимаюсь. Ну и уже потом, если остается желание, силы и время, уже, может быть, там и ножки потяну немножечко. А ты сразу понял, что тебе надо делать растяжку, или ты со временем подходил? То есть сначала понял, что тебе надо руки тянуть, потом спину, потом таз. Постепенно приходило. Я помню, как строилась тренировка у меня там, скажем, года 3-4 назад. Я приходил, делал там 20-30 подтягиваний, шел лазать, все. Там отлазал, надоело, переоделся, ушел домой. Потом со временем понял, что можно еще подключать какие-то ОФП, там висы, подтягивания, и это дало сильный буст. Потом уже со временем я понял, что нужно уделять время восстановлению. Когда я добавил, допустим, просто ролик изначально, я смог выйти там на 3, на 4, на 5 тренировок. Просто за счет того, что быстрее восстанавливался. Потом стало интересно, стал какие-то штуки из йоги изучать, что-то еще такое смотреть. Тоже стало интересно, прикольно, стал пробовать. То есть сейчас ты занимаешься 5 дней в неделю? Ну, да. Лазаешь? Я могу и больше. По возможностям, по времени. Еще же есть работа, там еще желание погулять, чем другим позаниматься. В целом, 4 раза минимум. И 5-я будет восстановительная тренировка, когда я там еще больше времени уделю ЛФК, плечам, локтям, пальчикам. Сколько времени сейчас твоя тренировка занимает? Сейчас 3. 3 часа? Да. Это ЛФК? Нет, это где-то минут 20-30 разминки максимум. И 2,5 там или 3 часа лазания. И все. Потом я, может быть, сделаю что-то легкое из там ОФПшки, растянусь хотя бы немножечко и уйду. Не всегда еще есть время прям уделять больше времени растяжке, хотя хотелось бы. То есть ты считаешь, что ты недостаточно растянут, и тебе еще надо тянуться? Я думаю, что если бы я добавлял хотя бы там минут 15-20 ЛФК и растяжки в конце тренировки, я бы лучше восстанавливался. Ну и, конечно, у меня не было задачи изначально заниматься ЛФК и растяжкой, чтобы я там был более растянутым. Была задача быстрее восстанавливаться, чтобы больше количество тренировок делать. Но со временем я стал замечать, что у меня и растяжка улучшает. И это мне дало некоторые возможности, которые я думал, что невозможны. Например, для обычного скалолаза там положить в руку пятку — это нормальная история. Для меня тоже вправо, а вот влево нет. Здесь очень много нужно растяжки, чтобы это сделать. В мае прошлого года я понял, что я все-таки могу так сделать. То есть ты кладешь Левую пятку к Левую то есть я пятку его держу сюда, правому и колену. я могу, да. Вот сейчас не могу, потому что я не гретый. Но в целом, да. Это довольно высоко. Да. И чувствуешь, что тяжело прям в тазу. Мышц не хватает, непривычная нагрузка. И я думал, что это невозможно. Недавно понял, что возможно. И теперь закладываешь пятку.
Да, да. Легче стало лазать? Да, легче гораздо. Ну, то есть ты можешь поставить ногу и сделать это за счет коры и спины, а если ты не можешь ногу поставить, то приходится делать за счет рук, как-то там динамить, что-то придумывать. То и это сильно облегчает задачу, прям сильно. А какая цель на ближайшее вообще время? В этом году или в следующем году по планам? Может, на скалы поехать, соревнования? Да, сейчас на самом деле я жду января, когда опубликуют график событий мировых на следующий год. Там должно быть несколько кубков и, соответственно, чемпионат мира. Кубки И- по паракламингу? Да, в этом году их было, по-моему, 3. И ни на один я из них не смог поехать, но даже и не рассматривал такие возможности, в принципе. И там на 2 из них я бы 100% не попал, потому что там были санкции ковидные. На 3 я бы тоже не смог попасть, потому что там был чемпионат мира, и с чемпионата мира ребята сразу на кубок полетели. Я даже не рассматривал такую возможность. Но на следующий год хотелось бы хотя бы 2 посетить точно. Ну и чемпионат мира, конечно. Ну и на скалке тоже, я думаю, раза 3-4 было бы классно съездить. А тебя оплачивают соревнования? Нет, То есть ты за свой счет в этом и ездишь? проблема, да. Я и говорю, что то есть, там не было возможности, просто потому что нет возможности тратить там 500 000 на соревнования в год. Ну, То есть тебе плюс-минус. нужно 500 000, 500 000 рублей, чтобы поехать на все 3 Кубка мира? Ну, где-то так, да. Плюс чемпионат? Плюс чемпионат, плюс чемпионат. То есть 4 старта? Ну, может быть, сейчас и дешевле будет. Прошлого опыта 70 тысяч минимум я тратил, чтобы там полететь на чемпионат мира. Сейчас не знаю, сколько это будет, и как это будет, и где это будет. Вот. Нужно посмотреть, я же говорю, нужен календарь посмотреть и сделать. Ну и главное желание, я думаю. А расскажи про страховку, как тебе? Удобно, неудобно? В чем минусы, плюсы? Мне удобнее всего страховать на гришке, потому что я могу ее вот так поднимать и левой рукой брать веревку. А другие устройства мне такого не позволяют. Вот. Ну, удобно, неудобно, но привык. Вот. В свое время я начал лазать с нижней страховкой, ну там на скалах. И мне не хотелось, чтобы было такое, что кто-то бы сказал, ты не умеешь страховать, мы с тобой не полезем. Поэтому я научился. А сейчас, ну, если мне скажут, с чем тебе удобнее страховать, с нижней или с верхней, то по-любому с нижней. Потому что надо выдавать, не надо выбирать. Давай. Да, ты выдал. Ну и все, не паришься. Как тебе? Не страшно было срываться? Это хорошо. Я доверяю люди в своей жизни. Ты справился со своей работой. Конкурс. Как вы поняли, я всю жизнь занимаюсь спортом. Я начинал с единоборств, а теперь уже более 7 лет занимаюсь скалолазанием. Я выступаю на соревнованиях и езжу лазать на реальные скалы. И для меня это один из самых интересных видов спорта. Итак, расскажите про самые интересные увлечения и что у вас с этим получилось. Важно! Напишите свою историю в закрепленном комментарии. За самое интересное увлечение, по мнению Макса, мы разыграем призы от The North Face Russia. Также, по желанию, можете подписаться на инстаграм TNF Russia и Макса Майорова. Ссылка в описании. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Если вам понравилось это видео, не забудьте написать комментарий, поставить лайк и сделать репост. Также, если вы хотите поехать со мной на скалы,
Заходите на сайт climbblog.ru. Выезды на скалы по России и миру. Вот. И, короче, мы тоже придумали конкурс, и мы там разыгрывали кисть от моего старого протеза, короче. Вот, но было бы прикольно кому-то кисть отдать. В чем Почта работа? России. Почта России. Там кисть стоит 1 миллион, наверное, где-то рублей. Но ее нельзя продать. Она никому не Что нужна. ее? Нельзя продать. Почему? А ее делают, ну, там, исключительно под меня. И по большому счету, кроме меня, она никому не нужна. И у него срок эксплуатации вышел уже из строя, там уже все протухло давным-давно. Протухло? Ну, я имею в виду, что там провода сгнили. То есть там какое-то очень странное отношение у техников к протезам. То есть они не проводят никакой диагностики, ни профилактики, там, ни ТО, ничего-то еще. Тебе вот дали протез, вот тебе 5 лет. Если за 5 лет он не сломается, класс. Сломается, приноси, починим. 5 лет это мало. Да, для вещи, которые стоят там порядка 2 миллионов. Ну, то есть я про то, что если бы включить какое-то ТО, там раз в полгода, это не так сложно, то срок эксплуатации протеза был бы больше. Вот. А тебе его сделало государство или ты за свои деньги? Да, государство. То есть государственный протез сделал тебе специально? Да, в Европе. И почему ты сейчас ходишь без него? Да, он не супер удобный, и он не дает супер много функций, вот, чтобы прям такой, о, да, класс, протез. То есть ты Офигенно. второй не стал делать только потому, что он тебе не нужен? У меня есть, почему? Есть У тебя протез сейчас, да, в Москве. Ты им пользуешься? Ну, так иногда, так, просто ради прикола походить. Но, знаешь, это офигенное чувство, его прям очень сложно описать. Вот ты типа жил вот так, да, потом надеваешь руку, у тебя становятся 2 руки, и у тебя мозг так переключается, и ты уже выполняешь все задачи 2 руками. Это офигеть как прикольно. Но ты можешь делать левой рукой все то же самое, что и правой? Или... Нет, у него там, то есть вот функция, по большому счету, что-то взять, там перенести. Ну, например, я могу взять стакан с кофе, там попить, не проблема, телефон подержать. А с какой силы ты сжимаешь? Он сильно сжимает. Ну, там, в общем, технические характеристики 90 килограмм на палец. То есть каждый палец может сжать с усилием 90 килограмм. Это офигеть как много. Вот. Но, Это суммируется вес? ну вот один палец, смотри. Да, 90 4. килограмм. 4, ну, нет. Ну, то есть, если я возьму там 4 пальцами, ну, 100, наверное, он как бы сожмет. То есть ты можешь поднять 100 килограмм правой рукой? Ну, он может поднять, пальцы могут взять, а вот подниму я или нет, как бы это зависит От тебя уже. от моей силы, да. Но вот сжать 100 килограмм и не разломаться он может. А ты пробовал лазать? Дальше рассказываю, то есть там есть ограничения умные, то есть если палец встречает сопротивление какое-то, он перестает двигаться. Вот. И то есть если ты как бы, ну, поставил вот так ручку и оставил палец, то получится вот так. Он просто не двигается дальше. Это, видимо, сделано, чтобы и протез себя не ломал, и чтобы я никого не ломал. Потому что если ты возьмешь кого-то за руку и сожмешь с силой 90 килограмм, мне кажется, будет сильно. Но он и так, то есть за руку он сжимает. Ты чувствуешь, что это сильно. Вот. Как Вадик Тимонов такой? Со своими 80 или 90 килограммами на эспандере. Ну, то есть я бы мог сжать как Тимонов, да, вот и всё. Вот, и, ну, получается, что с ним не очень удобно. Ну и плюс на соревнованиях нам запрещено использование протеза, поэтому у меня его-то и нет. Ну, а просто полазать именно на скалодроме, протестировать? Или не получится? Не получится. Не очень удобно будет. Вот. Но, допустим, на фингере я брал зацепочки, даже маленькие. То есть он может держать, его можно повесить и уйти. Всем большое спасибо, кто подписался на мой Patreon-канал. Там я публикую планы ОФП, СФП, ЛФК и растяжки. Также, подписавшись на мой Patreon-канал, вы помогаете выпускать подобные ролики. Вы поддерживаете мой канал. Пока!